«Так как же это?» — спросил визир. «Проведи меня в такое место, — сказал ему слепец, — где царь может меня услышать. Я обращу к нему слово увещания, которое исцеляет сердце и устраняет печали и заботы. Затем я расскажу ему, если он призовет меня к себе, прекрасную и диковинную историю, и воспылает сердце его ненавистью к женщинам и девушкам, и возрадуется он смерти собственной дочери». И сказал ему визир: «Если ты сделаешь обещанное, я облагодетельствую тебя и дам тебе все, что ты пожелаешь в этом бренном мире». Визир приказал отвести слепого в свой дом, одеть его и всячески позаботиться о нем. На другой день визир и слепой в сопровождении рабов вошли в царский дворец и приблизились к покоям, где за занавесом находился царь. Визир остановил тут слепого и сказал ему: «Говори, старец, что ты хотел, царь за занавесом услышит тебя». Слепой прочитал суру Аль-Фатиха, произнес приветствие, помолился за царя и стал увещевать его красноречивой проповедью. Когда услышал царь слова слепого, сердце его успокоилось, заботы и печали его немного улеглись, и приказал царь ввести слепого старца к себе и сказал ему: «О, старец, ты немного облегчил в моем сердце плач, стенание и печаль. Так продолжи свои речи, они пришлись мне по душе». «О, царь!» — ответил ему шейх: «я знаю одну прекрасную историю, которая утешит тебя и вызовет у тебя ненависть к хитрым, коварным, изменчивым женщинам. Хоть эта история длинная, необычайная и странная, но для мудрых в ней много поучительного». «Мне нравятся длинные истории», — сказал царь, «потому что они отвлекают от печалей и укорачивают ночь». И царь приготовился слушать рассказ слепого, велел ему приблизиться и сесть возле себя. «А старец, — сказал царь, — расскажи мне обещанную тобой историю». «Добро да осчастливит Аллах царя», — начал шейх. «Эту историю рассказал мне мой отец со слов моего деда, который долгое время служил в городской страже. Однажды привели к нему преступников, предстало перед лицом его много людей. Сжалился он над ними и отпустил их на волю, прося у Аллаха Всевышнего великую награду. Другой раз, когда он сидел, как обычно, у дверей тюрьмы и отпускал узников на волю, то среди них заметил человека с одним глазом. Обратясь к нему, он сказал: «Горе тебе! Разве не раскрыл я твое первое преступление и не разыскал тебя, когда обесчестил ты в прошлые годы дочь царя? Царь узнал о твоем злодеянии, и если бы не боль и печаль, которые вошли в сердце его и свели его в могилу, то принял бы ты смерть в страшных пытках. После смерти царя ты год пробыл в тюрьме, но на другой год, едва тебя отпустили, снова совершил преступление. Пытался обесчестить женщину в ее собственном доме, но тебя схватили соседи и свидетельствовали против тебя. Тебя избили и снова бросили в тюрьму, где ты провел еще год. После этого ты вновь совершил преступление, которое я сам раскрыл. Ты хотел учинить насилие над своей матерью. Итак, трижды я освобождал тебя. Если ты будешь пойман еще раз, не сдобровать твоей голове». И ответил ему Одноглазый: «Верни меня в тюрьму. Лучше мне век дышать воздухом темницы, чем снова встретить эту женщину, приносящую зло, и принять потом смерть от твоей руки. Побойся Аллаха за меня». И воскликнул мой дед: «Расскажи мне свою историю, кто она, женщина, приносящая зло». «Это женщина, — отвечал Одноглазый, — которая заточила меня сюда и лишила меня глаза, и история моя удивительна». Приказал тогда мой дед отвезти этого человека в свой дом и сказал ему: «За правдивую историю рассказчик достоин вознаграждения, а за лживую — петли. Начинай же свой рассказ и смотри, не утаи ничего о той женщине, которая принесла тебе столько зла». Второй начал Одноглазый так: «Родом я из купцов бахрейнских, и после смерти отца унаследовал я большое богатство. Когда умер мой родитель, я стал ездить по морям, торгуя, получал огромные барыши и всякий раз возвращался домой целый и невредимый. Через несколько лет отправился я вместе с тремястами купцами в страну Китай. Очутившись в море, мы плыли 6 месяцев при попутном ветре и не видели ничего, кроме воды и неба. Так плыли мы спокойно и уверенно, как вдруг обрушился на нас ветер страшной силы, подхватил наш корабль, и мы, испугавшись, потеряли власть над собой и кораблем. Ветер мчал нас стрелой. Мы не знали, куда несется наш корабль, и так продолжалось 7 дней и ночей, пока не очутились мы в море, где вода была черная, как непроглядная тьма.
Вдруг увидели мы посреди моря высокую гору. В ней виднелось ущелье, в которое уходила вода. Когда мы приблизились к горе, ветер утих, а наш корабль прибило к подножию этой горы. Все были растеряны. Тогда мы столпились вокруг человека бывалого, бороздившего море уже лет 100 и знавшего опасности, которые там можно встретить, и спросили его: «О, шейх, где мы находимся?» «Мы, клянусь Аллахом, попали в страшное место», — ответил шейх. «И сможет нас вывести отсюда только Аллах великий и славный». Мы плакали и молились всю ночь, пока не наступило утро и не взошло солнце. И тут взором нашим предстала на поверхности моря какая-то гром,